Друзья, всем привет! С вами я, Софья Ская, и наша программа Actors Talk. После длительного перерыва сегодня я выхожу в эфир. Это наш второй эфир после длительного перерыва. Как я уже говорила, участие в проекте, уже теперь в известном проекте «Вызов», было настолько масштабным и секретным, что никому нельзя было, в общем-то, ничего об этом говорить, и мы все держали все происходящее в тайне. Сегодня у меня в гостях Анна Васильева Абрамович, девушка, актриса и каскадер, которая также принимала участие в этом грандиозном проекте. Сегодня мы поговорим о том, кто же эти люди, которые действительно обладают физическими возможностями, смелостью, для таких масштабных идей, как полет в космос. Анна снималась более чем в 45 картинах. Сегодня мы поговорим о том, какая разница между каскадерской профессией, профессией актрисы и что привело ее в проект «Вызов». Я вижу, что Анна к нам присоединилась. Анечка, нужно нажать плюсик, чтобы я могла тебя добавить. С Анной мы также планируем встретиться на программе «Кто хочет стать миллионером», пока наши замечательные Юлия Пересильд и Клим Шипенко находятся на МКС. Напоминаю тем, кто еще не знает, о том, что буквально несколько дней назад космический корабль МС-19, космическая ракета, господи, я уже отвлеклась немножечко на Анечку, которая сейчас должна к нам добавиться, ракета МС-Союз МС-19 отправилась с нашими актрисой и режиссером на станцию МКС снимать первый в мире художественный фильм «На орбите». А мы, участники реалити-шоу «Вызов», продолжаем обсуждать, как проходила подготовка, как мы решились на этот проект. И так, все, вижу, что плюсик у меня есть. Анечку я добавляю. Анечка, здравствуй, дорогая, привет. Спасибо большое, что нашла время и присоединилась в эфир Actors Talk. Я представила всем, что мы с тобой познакомились на проекте «Вызов». К сожалению, до этого проекта я ничего о тебе не знала, но благодаря своему подкасту Actors Talk я стала читать, в каком огромном количестве фильмах ты уже поучаствовала. Давай поговорим с тобой сначала о тебе, о твоем пути, о том, как ты пришла в каскадерскую деятельность и на что ты больше ставишь акцент, на актерское мастерство или на каскадерство. А потом уже поговорим о том, как ты решилась на проект «Вызов» и как он повлиял на тебя. Хорошо. Софья, я хотела сказать, что ты прекрасная. Я тебя обожаю. Спасибо, моя дорогая. Вот это взаимно. Я включила прямой эфир, и я смотрю, и мне так интересно, как ты говоришь, что я даже подключиться не могу. Спасибо, дорогая. Ну, если говорить обо мне, про каскадерство, то я сначала каскадер, а потом актриса. Эрика, можешь, пожалуйста, закрыть окно? Да. Чтобы не шумело. Вот, в 16 лет я начала работать, потому что у меня уже было много экстрима за спиной и спорта. И у меня был первый проект. Вот расскажи про самое начало. Уже много экстрима за спиной. Как? Такая хрупкая, красивая девочка. Откуда экстрим? Как это пришло в твою жизнь? Слушай, но у меня было довольно свободное детство, и я принадлежала сама себе. Просто, и я довольно рано начала заниматься автостопом, искать спорт, который мне нравится. Я начала увлекаться мотокроссом, просто искала какие-то студии, приходила. Я с 11 лет снималась в разных рекламах, у меня были деньги. Я их вкладывала как раз в свои увлечения, в свои хобби, там скалолазанье. Потом я узнала, что есть парашюты. И в 14 лет... Я прочитала, что можно прыгать с 14 лет. Это на самом деле неправда, но я классно. Я приехала, стала прыгать с парашютом. В 16 лет на аэродроме выяснилось, что мне нету 18. Меня отстранили от прыжков. Это произошло на соревнованиях, когда я выиграла медаль за первое место, и я очень расстроилась. Но это было начало моего пути. Я просто очень любила разные необычные увлечения. С этого, по сути, и началось. То есть можно ли сказать, что, по сути, люди, которые любят экстрим, это что-то природное? Слушай, мне кажется, что да, на самом деле, потому что
все равно есть отклик, все равно адреналиновый. И многие люди, например, боятся высоты. Я высоты вообще не боюсь. Но я не люблю глубину. И я не, то есть я никому не пропагандирую, что обязательно всем нужно прыгать с парашютом. Все должны делать то, что хотят. Есть люди, которые у меня неправда предрасположены к математике. И не надо им мучить себя там каким-то спортом. Есть люди, которые предрасположены к экстриму, мне кажется, действительно это есть. Я верю в физиологию, я обожаю физиологию, нейрофизиологию. Я сама еще клинический психолог по образованию, и поэтому ну, то есть я это все обожаю, и я верю, что от этого очень много что зависит. И мне кажется, что у меня, ну, я как что я испытываю, я начала за этим идти, вот, и до сих пор не могу остановиться. И чтобы попасть в профессию каскадера, изначальные навыки — это вот какие виды спорта готовят человека к профессии каскадера? И слушай, мне кажется, в России все проще. У тебя есть опыт работы в Америке, и он, мне кажется, очень... Мне такой нравится. Там все правильно, там должно быть все подготовлено, ну, какая-то основа. В России, мне кажется, ты ну, ничего не... тебе нужно просто понять, где что происходит, и туда попасть. И тебе, если захочешь, тебя подготовят. Я знаю, что сейчас одну мою знакомую, ее готовят каскадеры, она будет работать каскадером. Она работала хлопушкой в кино. У нее нет никакого спортивного образования. У нее даже подготовки нет. Но если хочешь, ну, можно. По сути, ну, ты же за себя отвечаешь. И нужно понимать, что, ну, то есть ты потихонечку будешь повышать свой навык и учиться там сначала делать какие-то кувырки, потом уже учиться делать там более сложные падения, драки. И если понравится, ну, более сложные трюки, как и везде. Но мне кажется, везде главное желание. Я Скажи, пожалуйста, а вот тот факт, что ты играешь роль другой актрисы и выполняешь трюки, это не обидно потом в конце, что все дифирамбы идут не тебе? Вот бывали ли такие какие-то? Это же я прыгнула, вот, да, вот желание как-то, чтобы знали. Интересно. Я слышала такое, что такое было. Я слышала, что когда был фильм «Черный лебедь», и главная героиня, помоги мне, Натали Портман. Натали Портман, да, и что она говорила, что она все выполняла сама, и какая-то балерина потом выступала с опровержением, что это очень задело, потому что это она все делала, и ну, у них был какой-то такой скандал в этом плане. Не Вот. слышала об этом, ничего себе. Да, можешь посмотреть, это очень интересно. И я, ну, во-первых, я сначала работала каскадером, и я, ну, не очень, то есть мне это настолько увлекало, это было весело, что у меня не... Ну, и у нас, мне кажется, не такие проекты, они не очень каскадерские. То есть ты там где-то упал, где-то там подрался, там никто не говорит о том, что «О, как классно дерется актриса». И ты такой, ну, блин, вообще-то это была я. Вот, Мгм. как ты прошел, ты заработал денег, молодец. Вот. И тем более, а потом я стала актрисой, и я ушла от каскадерской деятельности. Я сейчас дублирую только себя. Расскажи, как произошел этот переход? Когда, как ты поняла, что, в общем-то, почему и не я в кадре, и что ты это можешь, и делаешь это прекрасно? Я пошла работать на фильм. Это был фильм «Геймеры». И там я должна была дублировать главную героиню, как каскадер. И мы там готовились. Режиссер заходил к нам на базу. Это было на киностудии Горького. Нам арендовали целый павильон. Просто такого сейчас нет. Это очень здорово. Мы там какие-то натягивали подвесы, тренировали просто как в «Матрице», придумывали, были очень большие планы. И к нам заходил режиссер, смотрел на эти тренировки. И в какой-то момент он ко мне подошел и сказал, что не хочешь ли ты сходить на пробы. И я просто ходила на пробы, их было несколько, и в итоге я их прошла. И это был мой первый, ну, такой дебют. Не в рекламах, не в эпизодах, а именно такая небольшая главная роль, с которой, по сути, все. То есть, по сути говоря, не обязательно иметь вот такое четырехлетнее актерское образование, чтобы попасть в кино, достаточно иметь талант или, да, какую-то практику и опыт, который ты получила там на площадке. Или это талант, что ты смогла это сделать? Я думаю, что мне тоже интересно твое мнение на этот счет, но мне кажется, что, по крайней мере, вот в России а, нельзя очень серьезно относиться к тому, что происходит в твоей жизни. И что чем больше ты делаешь каких-то разных попыток, тем больше у тебя что-то будет. Как опять же, видишь, ну, у меня вот и каскадер, ну, то есть не было какого-то определенного образования, хотя, ну, то есть был опыт, и актерство тоже я стала сниматься, и я сейчас тоже, как, ну, работая продюсером, я вижу,
ну, молодых актеров, и я понимаю, что ну, не образование важно, но не смотрит никто на корочки. Есть, то есть есть энергетика, есть то, как ты играешь. Не знаю, талант — это усердие, везение. То есть мне кажется, очень много факторов. Но мне кажется, что именно у нас это так. Вот что ты считаешь на этот счет? Что, например, по поводу работы актером на территории России? Ну, я до сих пор разбираюсь с этим вопросом, отчасти создание подкаста «Актор Сток», в общем-то, и создан для того, чтобы узнать до конца, как работает система в России, как попадают здесь в кино. Я общаюсь с людьми, с опытными. Вот у тебя более 40 картин. У каждого из моих гостей интересная очень история. И, в общем-то, все, кто принимал участие в этом подкасте, рассказывают разные истории. Одной какой-то здесь системы, понятной для всех, ее не существует. Именно в этом и хочу разобраться. Кто-то говорит, что это знакомство, действительно усердие, ты идешь. Но я всегда представляю себе глазами вот действительно иностранца. Вот я приехала, у меня есть данные, есть талант и так далее. Куда мне физически идти? С этим вопросом я и вернулась в Россию, потому что там, в принципе, у меня все было хорошо, но интересно же работать в своей стране. Я не нашлась в США не как актриса, я не нашлась там в плане человеческой жизни, там люди другие. Мне стало некомфортно, я чувствовала себя там очень одинокой, поэтому, собственно, вернулась для качественной жизни сюда. Но работа там шла и кипела, и мне было понятно, как она выстроена. Есть менеджеры, агенты, есть типажи, по которым отбирают актрисы. Действительно, по таланту у тебя есть возможность прийти и пройти. А здесь я до сих пор выясняю, как попасть на кастинг, как происходят эти знакомства, в какие двери конкретно стучаться и так далее. Потому что в действительности я понимаю, что талант в нашей стране тоже приветствуется так же, как и в США. И действительно, как вот ты говоришь, не всегда корочка имеет значение. Зачастую это твоя собственная активность. Но здесь палка о двух концах. С одной стороны, нужно быть активным, с другой стороны, сильно не болеть своими задачами и идеями, чтобы оставалась своя собственная свобода и личность, и индивидуальность, чтобы она никуда не пропадала. Поэтому у каждого своя история. Я в процессе изучения всего этого. Как я говорю на своих курсах, я всегда могу обучить стать актером в любом возрасте, но отвечать за то, попадет ли человек в проект в этой стране, я пока не могу. Я в процессе изучения рынка. Расскажи, вот допустим, на примере того же вызова, где мы с тобой познакомились. Вот на этот проект нас с тобой отобрали. Я знаю свою историю, знаю то, как я туда попала, как мне мои агенты прислали кастинг, как я увидела, что все совпадает с моими навыками, даже была какая-то уверенность, что, господи, неужели хоть кто-то согласится на это, на такие риски. Мне было очень интересно посмотреть на девушек, которые также будут участвовать и отобраны на этот проект. Как ты туда попала? Расскажи свою историю. Ведь в действительности со всеми навыками, которыми ты обладаешь, ты была очень ярким конкурентом и действительно могла бы полететь. Расскажи про это. Слушай, у меня был очень активный предыдущий год. Вот этот год с эпидемией, он был какой-то невероятный на работу. И я в начале года составила список дел, что я хочу достичь. И его очень подробно разобрала и по нему двигалась. Одна из вещей — это я хотела поменять вектор своей карьеры, потому что у меня ролей много, но они преимущественно мелодрамные. И я это делаю хорошо, но мне интересно делать другое, мне интересно как раз более что-то активное, каскадерское. И я сама увидела этот проект, он несколько раз мелькал, когда еще первый раз увидела, что идет такой всероссийский набор, я сразу решила подать. И мне тоже интересно посмотреть, на самом деле, твое видео, потому что я сразу подумала: так, погодите, ребят, это всероссийский конкурс, там будет заявок, наверное, 1 000 000. Я думаю, это же как минимум ради фана можно заявку кинуть. И мне кажется, чтобы было не очень много заявок ради фана, они выбрали стих, который длится 5 минут, который никто никогда в жизни не досмотрит, но при этом по-хорошему ты должен его весь сказать. Вот. Я, когда видела видео, что Ходченкова, она читает с экрана, я думаю, блин, точно. Можно же просто, да. То есть не в этом дело. Но при этом я понимала, что здесь очень большая конкуренция в любом случае. И я сняла целый ролик такой с небольшим режиссированием внутри. И я думала, что с первых секунд нужно цеплять,
потому что, ну, это просто физически тяжело смотреть ролик за роликом. Я знаю, что много хороших актеров, но отберут, ну, там, сколько они сначала 30 планировали, но неважно, типа, это очень мало. Вот, и я записала этот ролик, и я тоже думала, что многие, наверное, подают не очень осознанно. Ну, я подавала, мне кажется, не очень осознанно заявку, потому что я только потом стала смотреть последствия пребывания в космосе. Это в том числе сильно влияет, например, на деторождение. Я такая, «Мгм». И там много таких вещей. То есть и там и по онкологии, по всему. Там же радиация, она влияет на тебя довольно сильно. Ты ничем не защищен, в отличие от атмосферы Земли, А которая на деторождение каким образом влияет? на все, но это очень сильно сажает иммунитет, в принципе, потому что, говорят, ну, ты не защищен, и ты подвергаешься радиации постоянно. И это просто, ну, одна из таких уязвимых вещей, ну, просто, ну, физиологически, что это влияет на наши, пардон, яичники, и они просто менее становятся, ну, как бы, ну, типа, ну, это как наше облучение любой радиации, это не очень положительно. И я долго, ну там еще уже когда подала заявку, я уже читаю, понимаю более ответственно это и понимаю, что это действительно очень опасная затея, но я понимаю для себя, что она того стоит. Что я очень хочу туда попасть, как минимум, чтобы посмотреть на Землю и понять для себя, ну, блин, что, пардон, Земля круглая. Сейчас объясню. У меня подруга ученая, она находится в Калифорнии. И у них долгое время был какой-то бум любителей плоской Земли. Просто они начали доказывать, что Земля плоская, и так и есть. И она очень смеялась над ними. И я говорю, Тань, ну, объективно говорю, я не знаю. Просто как бы я знаю, что с Земли это можно как-то высчитать. Но я лично не высчитывала. Я не знаю как. То есть я вижу изгиб, ну, небольшой в горизонте, но я знаю то, что мне сказали. Вот, и это просто такой детский интерес больше увидеть, блин, что она круглая. Ну, Но я ты не знаешь, что там с МКС видно полусферу, а не полностью весь шарик, понимаешь? представляю, какой... Я такая, там, черт. Вот. А расскажи ты мне, как ты подала заявку? Ну, моя история, я увидела, что критерии мне понравилось очень сильно, что что-то связанное с теми навыками, которыми я обладаю, что там все-таки балерина стоять на одной ноге, там крутиться, потом я дайвер, люблю нырять, и в моем случае у меня почему-то по-другому было. Я увидела, что ну, никто не сможет. Я думаю, ну где еще, чтобы и актриса, и чтобы все вот эти физические данные, и английский язык. То есть у меня почему-то наоборот было такое, вау, так это же мой проект, наконец-то. Что-то в этом духе. Ну, конечно, я очень удивилась, когда увидела такое большое количество таких сильных, красивых девчонок, и действительно тоже готовых, и так же, как и я, верующих в то, что это именно они. Там же и чемпионка мира по фридайвингу, и мастер спорта по водному полу. Господи, у нас были такие достойные претендентки. И надо сказать, что помимо всего того, чем ты обладаешь, ты абсолютно права, что сначала это такой рывок, а потом ты начинаешь изучать физику того, что придется проходить. И я была готова на взлет, на нахождение там, но, как я уже сказала в программе «Пусть говорят», про приземление я как-то не задумывалась. И задумалась уже в середине кастинга, что приземление – это самое сложное. Понятия не имела о том, как происходит этот процесс. Увидела капсулу, увидела взрыв, потом только поняла, что это взрыв для смягчения посадки. Но отношение к проекту поменялось. Я была более напряженная, более понимающая. И, в принципе, где-то думающая, что любой результат меня устроит, что положительный, что отрицательный, понимаешь? То есть действительно могу, сделаю, мы же люди рабочие, те, кто со спортом связаны, все прекрасно знаем, что такое нагрузки и что такое, когда сказали «встань и делай». То есть слово «не хочу», оно с детства отсутствует. Поэтому я вот как-то вот на том, наверное, воспитании стала выезжать, но каждый раз, каждый вечер представляя себя в маленьком помещении, вот в этой истории, когда она идет вниз, и ты реально не понимаешь, что происходит. Перегруз КОК готов, но вот это вот
Ну, действительно, как ты говоришь, ты любишь прыгать с парашютом, но не любишь дайвинг. Мне нравится дайвинг, но мне не очень нравится ощущение вот этого, вот этого, Мгм. когда вот резко тебя вниз, вот это вот. Да, Оно клевое, но я от него я не побегу туда, где это ощущение. да, Я могу там быть, но я туда не первый бегун. да. Вот, Ну, поэтому знаешь, когда я тебя увидела ну, из всей толпы, я думала, что ты полетишь. то же самое могу сказать и про тебя. Увидев тебя, девочку яркую, с короткой стрижкой, узнав, что каскадер с таким удивительным европейским лицом, мне тоже казалось, что вот, или вот так, или вот так. Но вообще весь процесс, весь проект был, правда, интересный. Для меня, конечно, твой уход такой, знаешь, он очень неправильный, он такой, ты даже не успела побороться и проявить себя. При том, А, что 2 недели до этого ты бы прошла просто вот со свистом. И тут накладывается одно на другое все в один момент. Это ведь действительно история судьбы. Ведь в данном проекте мы часть фильма того, кто геройски сейчас находится там. И все, что мы можем, это поддержать, согласиться с тем, что на все воля Божья, на все судьба и что мы можем поделать. Поэтому все на своих местах, все так, как должно быть. Но расскажи, если будет еще такой проект, ты пойдешь туда? Я знаю, что тебе уже задавали этот вопрос. Он банальный, но тем не менее интересный. да, ну я пойду, а ты? И я пойду. Почему нет? Когда самое сложное уже позади, почему нет? И я Да, также со вторым разом подумаю, что это судьба, понимаешь? То есть, но наша задача у нас у актеров, знаешь, каждый раз это такое впечатление, что оно пришло. Расскажи про то, что ты делаешь сейчас, и немножечко побольше про каскадерство. Сейчас ты сказала, что ты дублируешь только саму себя. Расскажи про самый сложный трюк, которым ты гордишься, который с тобой происходил, который тебе прямо на площадке через улыбку ног было стрёмно делать, как вот то, что я описала про приземление в капсуле. у меня было падение с 4-го этажа спиной в коробке. И я была к этому не готова. Это вот как раз то, что нужно брать и делать. Это была подстава постановщика трюка, которого я не знала. Потому что, ну, мне позвонил, я уже давно не была каскадером, мне позвонил постановщик трюков, сказал от моего знакомого, и сказал, что там будет лицом и контролируемое падение, но, по сути, на тросах выпрыгнуть из окна. Я приезжаю на площадку, и оказывается, что не на тросах, что в коробке, что не лицом, что спиной, и это 4-й этаж, а к этому падению нужно ну, потихонечку поднимать высоту и ну, тренировать свое тело. И, ну, а все уже готовы, там уже просто скалист стоит, все, камеры, ну, как бы внизу каскадера с очень маленьким приходом. Они просто привезли мало коробок, и они мне кричат, типа, мы тебя поймаем. Вот. И я понимаю, что сейчас, ну, как бы нужно доверяться и, как бы, и делать то, что я могу максимально от себя. Я понимаю, что, ну, по сути, да, они должны, как бы, трагедии произойти не должно, но ситуация некрасивая. Там еще ходит режиссер, и он очень переживает. Он говорит, господи, какая маленькая девочка, вдруг что случится? И это постановщик Крюков, который видит меня первый раз в жизни, он говорит, ой, ты ее не знаешь, она второй раз тебе еще сальтом выйдет. Вообще там, мы сейчас тебе... Я сижу, думаю, господи, заткнись, заткнись, ты меня не знаешь. Может быть, я не каскадер, ты меня не знаешь. И, ну, в общем, это была такая по эмоциональному накалу. И когда ты идешь спиной, и ты не видишь, куда ты Это летишь. самое страшное. Да, ты такой как бы... Я такая лечу, я думаю, так, лечу, вроде должно уже быть. А я привыкла, ну, то есть ну, у меня крайние падения не были такими высотными. И я такая, что-то еще нет, что-то еще нет. Это было, ну, вот таким образом. Скажи, сколько дублей пришлось и как ощущения? Но обычно сложные трюки они делают с одного, максимум с 2 дублей, потому что, ну, никто не хочет лишний раз рисковать ни человеком, ни... Но еще тоже это тяжело. Коробки мнутся, их нужно заменить, то есть их нужно оттуда вынуть, вставить, склеить. Это, ну, типа 30 минут. Вот, это... Было больно? Скрепки, например. Вот я знаю, что скрепки бывает довольно больно бьют О, от слушай, коробок. Нет?
Там, ну, блин, я про скрепки не знаю, потому что ты приходишь, там либо тоже есть прокладка из просто коробок, которая, ну, как бы плашмей там, что ты не, ну, не в эти, не завернутые падаешь, либо там зажиматик лежит. Я не помню, что было в этом случае. Вот, но нет, скрепок не было, ну, то есть был неприятный удар, я еще ушла в заднюю страховку, то есть я не совсем прямой спиной ушла в страховку на руки, а у меня немножко еще ноги зашли, то есть я застраховался руками, вот, и поэтому был, ну, то есть я почувствовала удар, как будто меня немножко ударили в солнечное сплетение, оно было такое неприятное. Мгм, мгм. Но в целом нормально, я поняла, что отлично. Вот. Ну и вообще я люблю падение. Это, меня часто звали на падение, это падать. Это мое, мне очень нравится. Здорово. Ну, это невероятно. Действительно, друзья, кто не знает, сейчас не видно, посмотрите обязательно профиль Анны. Анна очень хрупкая, утонченная девушка, миниатюрная, и сказать, что обладает такими, таким большим, широким спектром возможностей, это практически невероятно, это потрясающе. Расскажи про свою актерскую карьеру, как ты развиваешься в актерском мастерстве, откуда черпаешь характера и как готовишься к роли, когда это уже не каскадерство, а драматические роли. Расскажи про это. Слушай, я сейчас на самом деле иду путем Мэтью МакКонахи, я меняю свою карьеру, как я сказала, что я немножко подустала от мелодраматичных героинь, и я сейчас откликаюсь только на предложения, которые, ну, интересны мне по характеру. Это либо какие-то странные, необычные персонажи, какие-то очень боевые девушки, то есть, ну, буквально такие, либо агрессивные, ну, то есть что-то прям такое яркое. Характерная. Да. Мгм. И это очень интересно тоже, как откликается сам космос в этом плане, потому что на меня сейчас столько идет предложений сыграть что-то мелодраматичное, это удивительно. Мне звонят кастинг-директора и говорят, пожалуйста, просто, пожалуйста, причем мы вас прям утверждаем, просто, пожалуйста, приходите. И это, ну, это интересно. То, я думаю, знаешь, когда ты иногда сидишь без работы и думаешь, ну где вы, ребят? Вот. И ты прямо вот определилась и четко следуешь своему принципу, не соглашаешься, даже не смотришь, какие роли, или смотришь и отказываешься. Не, ну я смотрю, то есть как бы я могу и в какой-то, например, сериал телевизионный войти, если там, например, какая-то интересная роль, или если меня зацепит режиссер, но в целом я сейчас понимаю, что это, ну, то есть очень, очень маленький аспект, на что, ну, я хочу соглашаться, и слава богу, у меня есть такая возможность. Я вообще всем актерам советую заниматься финансовой грамотностью, просто потратьте год сначала на финансовую грамотность, потом стройте свою карьеру. Я, конечно, вот классный советчик, потому что я только в процессе, и сейчас у меня нет результата. Что ты вкладываешь в понятие финансовой грамотности в данном случае? Расскажи, я вот тоже послушаю. Слушай, это очень большая тема, это сейчас моя одна из любимых тем. Это от того, как и на что ты тратишь, чтобы это были реально осознанные траты, а не потому что, ну да, ну я могу себе позволить, ну, реально осознанно. То есть, ну, грубо говоря, вначале я люблю пить воду. Такой пример, я люблю пить воду, и я покупала воду там, ну, через день. И я посчитала, что вот эта бутылочка воды через день – это 40 тысяч в год. Если я делаю пересчет, кофе to go, он стоит дороже, чем вода. Какие-то такие вот траты, которые можно, то есть они минимальные, их можно сократить, то это невероятное количество денег. То есть, ну, это реально, ну, это очень большие деньги. Вложить потом во что-то, что дает тебе либо фидбэк классный по карьере, то есть ты, опять же, можешь кого-то нанять, ты можешь вложить себе эти деньги в обучение, ты можешь вложить, не знаю, в инвестиции или найти какой-то правильный, опять же, банк. То есть у нас сейчас ужасная инфляция, это тоже нужно учитывать, нужно понимать, как делать плюс. Ну, то есть и я нейтрализовала все, что связано было с какими-то утечками денег, которые у меня были, ну, там какие-то ненужные подписки, там какие-то непонятные ЖКХ, которые я по непонятным причинам плачу, они там завышенные какие-то. Ну, то есть они маленькие везде потихоньку, там, сейчас я, например, разбираюсь с налогами, вообще с налоговой сферой в России, и я офигеваю. Внимание всем, просто, ребят, это очень интересно, я посчитала, сколько конкретно я, вы можете тоже это посчитать, конкретно я, как сейчас человек на зарплате, плачу
денег за бесплатное медицинское образование. Я плачу 110 тысяч в год. За 110 тысяч в год я могу сходить в отличную клинику и прочекать, просто чекап полный сделать и кайфовать. И все мы за это платим, так или иначе. И если вы Обалдеть. просто вы платите 8 тысяч или 9 там в год, но обязательно, без этого никак. Такая вот история. Ну и таких очень много. Я сейчас как бы, это, ну, финансовая грамотность в плане раз. Я всем советую, есть книга «Девушка с деньгами». Вот если непонятно, с чего начать, начните с нее. Она прям отличная база. Я с ней связалась, я с ней общалась, вот такая девчонка. Я говорю, напиши еще «Парень с деньгами», потому что мой муж прочитал, и он тоже в восторге. Это, ну, то есть тут нет какого-то изма. Это гениальная книга, она очень простая, доступная и вот очень... Потрясающе. Ты знаешь, спасибо огромное за этот совет. Очень многие не задумываются о том, как можно управлять, сокращать и так далее. Только единственный вопрос, каким образом изучение вот этой части может повлиять на твою карьерную историю? Ведь там ты зарабатываешь, не тратишь. Да, согласна. Здесь тоже я не сказала тоже то, что, например, грубо говоря, я где-то года 2 назад, я от всех актеров слышу и тоже понимаю, что типа у нас нестабильная работа. Кошмар, нестабильная работа, нестабильная работа. И я в итоге, ну, я такая думаю, сколько мне нужно конкретно мне денег в месяц? И потом я посчитала, сколько мне нужно дней в проектах, чтобы это заработать. Ну, то есть мне нужен 1, 2, там, 3, сколько мне нужно проектов, сколько мне нужно дней с моей ставкой, я же знаю. И я поняла, что это, грубо говоря, 2-3 проекта. И я могу жить, и все, 2-3 проекта. И я подумала, а что я могу сделать, чтобы у меня были эти 2-3 проекта? Ну, то есть, насколько я могу себя активнее вести, общаться, там, не знаю, с кассовыми директорами, там, с агентами, опять же, вот тоже ты правильно, ты везде ходишь, знакомишься, есть некий нетворкинг. И я поняла, что, грубо говоря, если я, как актриса, не могу себе найти там 2-3 проекта, ну, даже, предположим, 1-2, то есть это, то есть, ну, чтобы жить, то, ну, наверное, что-то не то со мной. Но если я не могу найти себе, типа, ну, 40... Это люди работают весь год. Просто 7 дней в неделю, ну ладно, 5 дней в неделю они работают, но весь год с перерывами на небольшой отпуск. Ну, значит, надо уметь искать работу. Я же, если бы я работала слесарем, я бы не сидела же тоже нестабильно. Но это обычный фриланс. А вот другие люди из кино, например, тоже Самберг, ну, хлопушка, она меньше зарабатывает, но она же тоже по проектно, ей же тоже приходится искать, или там супер. Та же самая история, нужно быть в этом плане, ну, активнее. И когда я получаю деньги за проект, я не шикую такая, все, я богаче, я в месяц получаю там 200 тысяч или там 100 миллионов. Я понимаю, что эти деньги я делю на весь год, понимаю, сколько мне не хватает. Потому что у меня есть, ну, грубо говоря, сколько денег нужно на каждый месяц. У меня там непредвиденные нужды, которые они всегда возникают. Они непредвиденные, но они всегда будут. Я примерно понимаю сейчас, сколько мне нужно там, не знаю, на здоровье, сколько нужно там на там, подарки. Я люблю дарить подарки. У меня целый пункт финансов на подарки. И он нормально так. Я каждый раз, когда дарю подарки, я думаю, Ань, ну ты помнишь, да, сумму, которую... Так ли ты любишь дарить подарки? Вот. Ну и какие-то такие вещи. Я понимаю, что вот если деньги, я их делю на месяца, и только от этого, ну, веду дальше какую-то, ну, финансовую активность. Хожу ли я там в кафе, покупаю ли я там одежду или, ну... И получается, ну, такие с разных сторон, типа. И еще у меня поменялось мышление на зарабатывание денег. Я раньше думала, что если меня кто-то возьмет, это хорошо. Вот меня как предмет можно взять, меня можно не брать. Ну, типа, а сейчас я понимаю, что я, ну, прекрасный специалист, причем во многих областях, и я учусь просто, ну, уметь создавать деньги, зарабатывать их. Что, например, я устроилась продюсером, и, ну, и вариант есть. Просто найти, что тебе, не знаю, нравится дополнительно, что тебе, или, например, что, как ты именно в актерстве можешь ты себя проявить, чтобы тебя заметили там. Ну, грубо говоря, я думаю, у тебя тоже такой опыт был. Мы там связываемся иногда с режиссерами, если попадаем в проект, потому что мы через режиссеров, потому что кастинг-директора не отвечают. Они у нас бывают неконтактные, назовем их так. Вот. Или отвечают за какую-то сумму, за которую ты заплатишь. Такое бывает. Вот. И как бы, ну, искать новые пути. Если уж ты хочешь
ну, за количество попыток денег не берут, за количество попыток тебя, то есть это не в игре, ты не умрешь. Можно делать что угодно. Людей много, много продаж. У нас очень много продаж. У нас сейчас вообще, у нас эти платформы, их дофига. А режиссеров новых, молодых, им тоже надо кого-то смотреть. Просто, ну, На потихоньку. самом деле я довольно с многими своими гостями общалась на тему того, может ли являться актерское мастерство основным заработком. И не только Конечно. с российской стороны, но и с США, и с моими друзьями из Испании, из Англии. И надо сказать, что то количество проектов и то количество актеров, которые и выпускаются, и работают, и ищут себе работу, оно колоссально большое. Конкурентность огромная. И интересно, что ты затронула тему финансовой части, потому что в действительности ты говоришь о работе актрисы как о работе, как в основном своем заработке, собственно, как это и должно быть. Ты прекрасно понимаешь, сколько тебе нужно проектов для своих нужд. Большинство актеров снимаются, потому что просто любят эту работу или хотят стать знаменитыми, или Да, хотят быть в тренде, но имеют какой-то другой вид заработка. Вот какой у каждого разный, я понятия не имею. Но вот очень интересная позиция именно профессионального актера, который не ждет красной там дорожки, да, а именно занимается своим профессиональным делом, актерской деятельностью. Но и то, даже несмотря на то, что это твоя профессиональная деятельность, несмотря на то, что финансы, они всегда нужны, ты уже четко стала понимать, что они не настолько тебе нужны, чтобы соглашаться на какие-то левые проекты или на те роли, которые тебе не нравятся. Ты стала задумываться о своем имидже. И дошла до того, что тебя уже знают как в определенном ключе, но ты хочешь развивать себя как личность. У очень многих людей нет такой возможности. Они хватаются за все проекты, даже когда они бесплатные. Вот что ты думаешь про актеров, которые соглашаются на проектах играть бесплатно? ну, Лишь бы просто сыграть. я соглашаюсь на бесплатный проект. Мы с тобой участвовали в бесплатном проекте. Да, и я соглашусь, потому что есть две истории. Одна это я люблю играть, и я хочу играть, и мне это нравится. И другая, я должен играть, потому что мне завтра нужно заплатить за детский сад ребенку. Да, ну это да, это, это я про это и говорю, что сначала по-хорошему поднять свою финансовую грамотность, потому что я считаю, что на территории России актер может зарабатывать своим ремеслом, ну, полные деньги, но для этого тоже нужно, ну, нужно сначала поднять финансовую грамотность, чтобы деньги не утекали, и это нужно научиться контролировать. Ну вот до этого был вопрос от нашего слушателя, а что, разве не бывает непредвиденных расходов? Несмотря на то, что ты ответила на этот вопрос, я подозреваю, что наш слушатель имел в виду, что разве не бывает, что идешь, увидел сумочку там или туфельки, и думаешь, ай, пофиг мне на все мои расчеты, хочу и все. Вот. Ну, я могу сказать, как у меня здесь. Вот. Что, ну, у меня есть пункт непредвиденные расходы на год. И у меня сейчас, например, случилась такая ситуация, что меня подставил мой бывший муж, и мне прилетело за то, что было 4 года назад, из суда. И я теперь, ну, то есть у меня минус 100 тысяч, просто их списали. Я не могла это предвидеть, но при этом у меня изначально в году заложены подобные факапы. Ты не знаешь, что может быть. Лучше эти деньги сохранятся, но при этом, ну, у тебя есть понимание, что если что, то ты не будешь совсем без денег из-за этого, ну, находиться, не знаю, грубо говоря, там. Скажи, а что случилось, что привело тебя к тому, что ты сказала, надоело все, сяду и сама все просчитаю, если не секрет? Была ситуация или что-то, что привело вот к такому четкому пониманию, что я отвечаю за это, и вот это вот важно? Слушай, у меня такая штука, я сидела в актерской, и я сидела в компании парней-мужчин, которые были актеры, и они просто хором наперебой жаловались на профессию. И они жалуются, а я что-то, я сижу и такая, ну, типа, да, и я понимаю, что я уже устаю, у нас, типа, обед, час, или и просто час, я понимаю, что просто, ну, они настолько жалуются, что в этом нету будущего, что мы безвольны, что от нас ничего не зависит, вот эти плохие, все плохие, а я вот, типа, талант меня не видит, и они же, что, типа, денег нет, а у меня там проблемы. И я в этот момент, я поняла, что, то есть, они взрослые при этом, то есть, ну, то есть, мне там 25, им по 30-40, они меня окружают, и я понимаю, что я просто не хочу так жить. Бывает. Я думаю,
а что вы можете сделать, чтобы не испытывать эти ощущения, чтобы взять что-то в свои руки? Я думаю, а что я могу? То есть меня что же не устраивает? А что я могу сделать? Я начала придумывать какие-то вещи, ну, свои, ну, то есть я, например, создала своего менеджера, просто, ну, то есть из другой сферы, чтобы он, ну, как бы взяла его из другой сферы, чтобы он, типа, менеджерил то, что, потому что, И ну, обучила человека, как быть менеджером. да, да, но при этом я до сих пор, как бы, я не нашла, я, как бы, идеально, то есть у меня сейчас тоже, у меня есть менеджеры, но тоже мы искали продюсера, и на нормальные деньги, на нормальную зарплату, которая выше зарплаты в России в среднем нормально. И при этом мы не нашли кандидата, потому что, ну, к сожалению, у нас рынок, он еще такой, он живет и движется. Но при этом это и хорошо. В этом хаосе можно как раз что-то создавать новое, придумывать какие-то новые выходы и для себя, и, ну, как бы, в принципе, в индустрии. И я поняла, что, ну, то есть, когда вот эти парни жаловались на перебой, я поняла, что, ну, надо что-то брать в свои руки, потому что я просто не хочу так. Я не хочу, чтобы мне было 40 лет, у меня было 2 детей, и я жаловалась, что кастинг-директор недостаточно активно меня зовет. Или видела Бурунова у Дудя? Брюс. Расскажи. Там есть момент, то, что, то есть, ну, это то, что как раз я не люблю. Он говорит про то, что он был не востребован долгое время, и он актер дубляжа, и то потому, что его там знакомые туда позвали, а ему нужна работа, у него тоже там денег нет, ему хочется реализовываться, и он сидит около этого телефона, он сидит у телефона и ждет, а никто не звонит, и он реально, он практически плачет, он говорит, что типа, и вот ты ходишь вокруг этого телефона, ты ходишь, а он не звонит, ты типа никому не нужен. И я думаю, воу, не плачь, успокойся, позвони на кого-нибудь. Что ты сидишь у телефона? Позвони ты кому-нибудь. Да, ну то есть вариантов Мгм. много. Я понимаю, что это он испытывает эту боль искренне, она была ему очень актуальна. Большинство актеров эта боль актуальна, мне эта боль была очень актуальна. Но это не работает. То есть объективно, если посмотреть со стороны, ситуация странная, что ты хочешь работу, она к тебе не приходит, и ты грустишь. А взять любого человека, ну не знаю, грубо говоря, какого-нибудь, ну кого угодно, не знаю, там СММ-менеджера, блин, не знаю, шпаклевщика, и он такой сидит дома, такой, нет работы, надо что-то сделать. Ну, как бы, вот так вот. Такая теперь. Да, сильно. Я обязательно посмотрю его выступление. Действительно, это не работает, но с другой стороны, мы же не можем забыть про то, что актерская профессия, она напрямую связана с чувствами, с эмоциями, с психологией, с чувством себя в себе же. И какие-либо моменты, которые выводят нас из зоны комфорта, заставляют быть не собой, а то бишь брать трубку, звонить и что-то просить, они уничтожают часть той личности, которую ты как актер готов презентовать и показать. Съев немножечко себя, ты уже становишься не собой. И вот это вот, да, чувство, это, ну, прямым текстом, да, это эго, это гордость, это присуще людям, которые много отрабатывали себя для кого-то. То есть актер, он вставал рано, учил текст и работал над собой внутри себя, чтобы его увидели, его поняли и приняли. И, конечно же, задача тех, кто создает проекты, видеть это в первую очередь, потому что таким образом можно остаться без хороших артистов, без тех, которые чувствуют и Согласна. которые искренне переживают. Это будут все менеджеры, которые, ну, понимаешь, я не имею в виду, я имею в виду, что зачастую люди, которые умеют, вот очень мало кто может и организовываться, и быть талантливым, и быть физически способным. Чаще всего это что-то одно. И быть менеджером самого себя – это такой великий дар. Это Правда. нужно такую иметь субординацию, уметь включаться в себя такого лояльного и чувствительного, отключать всю лояльность, быть роботом четким там, да, это дорогого стоит. И очень многие талантливые люди просто не хотят этого делать категорически. И я понимаю, я с этим солидарна. И у нас, к сожалению, на нашем рынке не хватает вот самих менеджеров, не хватает агентов такими, какими хотят их видеть актеры для реализации. К сожалению, этот просто, ну, если кто-то из наших подписчиков хочет заниматься актерами, ребят, и вы не в сфере там кино, это золотая жила. Вы не представляете, насколько золотая. Прям welcome.
вы реализуетесь. Смотри, я с тобой согласна, что человек должен как бы, грубо говоря, себя беречь, что его должны преподносить. Но разглядывать, к сожалению, никто сейчас у нас не хочет, этого нету того навыка, возможно, который был, не знаю, мне кажется, в советское время, если там они ездили по разным там театрам, высматривали, ну, не знаю, предполагаю. Сейчас очень кино производственное, нету времени ни на что. И, грубо говоря, нужен актер какой-то, и берут сразу, ну, скорее, больше там по типажам. И если ты где-то не проявлен, как этот типаж, то нету времени тебя открывать, рассматривать, менять. Просто, к сожалению, нету времени. И здесь либо, опять же, можно, если есть большой порыв заниматься именно таким, то входить максимально в творческую там тусовку выпускников, студентов, они будут что-то снимать, пытаться попасть на всевозможные фестивали, там будет и поиск, и какое-то совместное там развитие, и, возможно, там тебя потом как раз и заметят. В итоге что может стать мотивацией для всех этих движений? Тогда, когда, как мы уже выяснили, по финансам это не оправдывает себя. Что же это? Что должно мотивировать тогда? По финансам оправдывает. На самом деле, что касается финансов, нужно очень правильно смотреть в масштабе. Грубо говоря, у нас тоже, у актеров, я считаю, не очень правильное представление агентов, что это какие-то там полубоги, которые там могут тебе ролюшечку принести, там на пробу позвать, как собачку. Пойдем, если себя работенок. Да, класс, давай, я бегу. Неважно, подходит мне эта роль, не подходит, я приду на все, потому что это же моя работа. Вот, ну, то есть вообще, это очень проститутская история, ну, по факту. Но на самом деле, если задуматься, что агент, это наемный работник, ты платишь ему деньги. И тоже просто возьмите среднюю заработную плату актера, ну, поймите, сколько вы хотите сниматься. То есть не то, что я хочу там постоянно сниматься и зарабатывать миллионы, но объективно, не знаю, думаю, такие есть данные в интернете, сколько зарабатывает актер в среднем в год в Москве, или там, сколько вы там... Сколько это, знаешь ли ты? Сколько в среднем в Москве зарабатывает актер, киноактер? Ну, типа 20 это там самый низ, но там 150 это уже там типа хорошие. Такие начинаются топовые. Вот, развлекайся. Это в сутки за съемку, правильно? 20 тысяч рублей. Ну, рабочий день, 8 часов у актеров, переработки сразу считаются как следующий рабочий день. Да. Ну, с переработками там каждый отдельно договаривается. То есть и ниже оплата, но как бы, ну, по-хорошему, если говорить, это твоя профессия, и ты как бы выруливаешь, что, ну, как бы ниже 20, это, ну, как бы считается не заработная плата. Вот, и если посчитать, ну, тоже если взять два проекта и понять, что, ну, вполне себе, если актер работает один, и он работает нормально, то он может содержать агента на хорошие деньги. То есть, ну, это... Ну это да, 30 съемочных дней, получается почти там чуть больше 500 000 уже на эти деньги можно, да. Да. Вот. И тоже нужно понимать, что вы платите, то есть это не он вам дает работу, и он вам какие-то еще свои деньги сверху дает за это, ну, как бы не он тебя нанимает, а ты его. И это, ну, надо просто, ну, понять и искать людей, с которыми, то есть у вас рабочие отношения. Это... Скажи, есть ли у тебя секреты successful, успешного прохождения кастинга? У тебя более 45 ролей, и ты очень четко понимаешь рынок, как я вижу и слышу, и ты прошла через это. Поделись, у нас не так много осталось времени, поделись тем, как себя правильно ты презентуешь, чтобы увидели и захотели взять тебя в свой проект как человека, который доведет до успеха, собственно. Расскажи про это немножко. Давай, слушай, то, что я сейчас вижу, это энергетика, и это то, что ты приносишь на проект, какого персонажа ты приносишь на проект, потому что, я опять говорю, нету времени. Если ты приходишь такой, я чистый лист и очень талантливый, таких много. Но если ты приносишь что-то уже интересное, какой-то персонаж, а здесь уже 50/50. Либо он попадает в какое-то представление, либо не попадает. Но это лучше, чем не приносить ничего, просто быть талантливым.
И То есть, подытожив, друзья, это означает, что свой характер и своего героя нужно приносить уже в две режиссера в тот момент, когда вы говорите: «Здравствуйте, меня зовут так-то, так-то». То есть можно прийти уже приближенно к роли: «Здравствуйте, меня зовут». А можно прийти с собой, и они не увидят ничего. Мы разбираем тоже, как раз у меня запускается Zoom на прохождение кастинга, и об этом мы говорим. Это очень круто, что ты понимаешь это, несмотря на то, что ты пришла из каскадерского, да, из мира каскадеров в кино и получила такой успех, дошла своим умом до того, что у кастинг-директоров нет времени знакомиться с вами лично, и вы лично, в принципе, никого не интересуете. Интересует только лишь персонаж, который или подходит, или не подходит к проекту. А самое главное для режиссеров и продюсеров — это чтобы их проект был успешный. Соответственно, ваша задача уже дома понять, как одеться и как выглядеть, чтобы первое впечатление было приближенным к герою этой картины. Круто. Еще какие моменты, расскажи, ты знаешь? по поводу именно проб, Но ведь именно пробы решают, окажемся мы в проекте или нет, так или иначе. слушай, ну, чтобы еще на пробу попасть, нужно уметь о себе действительно заявлять. Я считаю, что нужно, чем больше ты снимаешь что-то, например, своего, тем лучше, если ты хочешь. То есть свои проекты снимать, чуть ли не на телефон, саму себя в разных сценах, так? А, такое, чтобы тебя увидели, опять же, нетворкинг, общение, ну, настоящее, честное, с теми, кому ты хочешь попадать, с кем ты хочешь работать по-хорошему. То есть, Вот. грубо говоря, ну вот мне очень нравится, скажем, режиссер Федор Бондарчук. Вот я нахожу его в Инстаграм, и ему в личку начинаю фигачить. Так что ли? Или как? Как? Я тебя разочарую, у него нет Инстаграма. Но смотри, Я образно. да, да, но смотри, есть разный уровень, и нужно понимать, мы все равно импонируем людям, которые плюс-минус с нами на социальном уровне близки. То есть ты можешь выбрать сейчас режиссера, если, например, ну, о тебе не знаю там в массовых, то есть ты не очень медийный актер на данный момент, но при этом есть режиссеры, которые что-то снимают, интересно, возможно, они тоже сейчас не очень популярны, или у них только началась популярность, и они еще не отхватили, ну, негатив, связанный, грубо говоря, с потоком информации, который приходит в директ, то спокойно можно писать. Ну, я считаю, что если ты хочешь попасть к человеку, ты пишешь ему и говоришь: мне нравится, как ты работаешь, хочу с тобой работать. Давай пробовать. Быть Вот. активными, знать, что происходит на рынке, узнавать из новостей, да, из групп, возможно, в Телеграме, в киношных, да, что происходит. То есть быть все время на плаву, понимать, что снимается, какой сезон, что планируется, в принципе, быть на виду. Вот правильно я понимаю посыл? Да, 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 да. У нас осталось буквально 7 минут. Расскажи еще вот 3 минуточки о том, что сейчас происходит, как ты пришла в продюсерство и над чем работаешь сейчас. И в каком фильме тебя можно будет скоро увидеть, если таковой запланирован. Увидеть как актер или как Да. продюсер? И так, и так. Вот Да, у меня сейчас об актуальном. Сейчас было 2 сезона, завершались из прошлой жизни тянувшиеся. Это «Динозавр» и «Приключения Дайнеки». Это улики из прошлого. Это ТВЦ. И там веселая девочка-детектив. И в «Динозавре» там я шиканула, я хожу с пирсингом, со смоки айс, с пистолетом и развлекаюсь как могу. Хотя это НТВ. Вот, я говорю, ну, ребят, так, будет так. Вот. А как продюсер, я в прошлом году, когда очень много работала над собой актерски, я поняла, что я очень много читаю книг про продюсирование, мне это интересно. И в какой-то момент я поняла, что я хочу продюсировать так, как я это вижу, именно креативное продюсирование. И я связалась с теми продюсерами, с той платформой, где я бы хотела поработать. Прошла стажировку и работаю. Все довольно просто. А что входит в твои обязанности как креативного продюсера? Я пока ассистент, я только начинаю, вот, то есть я маленький креативный, как цветочек, который вырастет в большое креативное дерево. Вот. Да, изначально, по идее, ты ищешь проекты или там отбираешь их, или придумываешь, выбираешь режиссеров, операторов, ну, то есть типа команду, которая это реализует, дальше сопровождаешь это все за монтажом и как бы следишь, чтобы это все и там, грубо говоря, там по маркетингу тоже классно прошло, чтобы об этом... Ну, то есть ты как такая
ну, во многом душа проекта, то есть от себя. Если что-то плохо, то виноват ты. Если Мгм. что-то хорошо, то это твоя заслуга, что ты нашел нужных людей, которые сделали это волшебство возможным. И что ты можешь все равно направить, что там что-то не совсем... Ну, то есть есть какая-то задумка, может, там режиссер от нее... Каким ты видишь свой первый фильм, который ты спродюсируешь? С каким режиссером и главным героем, если не секрет? И какой жанр этой картины ты бы выбрала для себя, для своего первого проекта как продюсер? Слушай, я очень люблю такую социальную научную фантастику, ближе к черному зеркалу. Я вот сейчас как раз работаю над таким проектом. И мне очень нравится повествование не гиперреалистичное, которое тоже у нас сейчас есть, а что-нибудь типа, не знаю, Тайки Вайтити. Что-то с иронией к самому повествованию. То ну, и сама картинка, и сама режиссура, вот я еще пока что выбираю тех, кто умеет создавать волшебство, такое, не боится экспериментировать, вот. Мгм. Анечка, у нас осталось буквально 4 минуты до конца эфира. Инстаграм дает нам всего 1 час. По традиции нашей программы, 3 совета начинающим актерам или тем, кто только хочет попасть в профессию. 3 совета для любителей кино, актерского мастерства. После чего мы с тобой попрощаемся. Друзья, напоминаю, что этот эфир, я надеюсь, будет не единственный. Мы с Анной постараемся выйти в повторный эфир и задать вопросы от телезрителей. А сейчас по традиции Анна даст нам 3 совета как профессиональная актриса и каскадер. Ой. Ну, я даю совет найти свою фишку, чем вы отличаетесь от других актеров и что вы можете привнести в каждый проект. Быть активными, научиться нетворкингу и поднять свою финансовую грамотность до уровня бог, чтобы не переживать об этом никогда и идти только за тем, что вам нравится. Круто. Большое тебе спасибо за время. Так, что тут напишешь? Советы не актерам. Советы не актерам, друзья. Актер – это любая профессия, поэтому все советы применимы как для актеров, так и для вас. Все вопросы, которые вы задавали, мы записали, и в следующем эфире с Анной мы обязательно их зададим. Анечка, спасибо тебе огромное за эфир. Было очень интересно с тобой пообщаться. И до скорой встречи тебе, дорогая. До встречи.